Несмотря на то, что прошло только 2 месяца с начала 2026 года, за это время произошло столько событий, которых ранее не было, наверное, и за несколько лет. В январе после новогодних праздников мы наблюдали, как буквально за пару часов Америка захватила Венесуэлу, а силовики вывезли Мадуро. После этого уже ближе к февралю была угроза вторжения в Гренландию, которую Трамп хотел забрать у Дании. Из-за этого были разногласия с ЕС. Попутно накалялась ситуация с торговой войной. Но даже это стало цветочками после того, как к концу февраля США стянули почти всю свою армию на Ближний Восток, на выходных нанесли удар по Ирану, в результате чего был убит верховный лидер Али Хаминеи. Да, буквально за 60 дней Трампу удалось ликвидировать 3 главные занозы для США. Если что, третья персона — это глава мексиканского наркокартеля Эль Мечна. Бесспорно, это самое насыщенное начало года за последнее время, и как результат рынки на это активно реагируют. В нашем случае в центре внимания это, конечно же, биткоин, который закрыл 5-й месяц подряд в минус. И, честно говоря, если все будет продолжаться в таком же темпе, то мы с легкостью увидим 6-й красный месяц, что станет самой длинной черной полосой для биткоина в его истории. Конечно, сложно представить, что же теперь сможет нас удивить в марте, наверное, только угроза пришельцев, о которой говорил Трамп. Но, тем не менее, сегодня в ролике я бы хотел разобрать, чего нам стоит ждать от первого месяца весны. Для этого я собрал для вас ключевые события месяца, как, например, заседание ФРС, разные важные экономические отчеты, ну и, само собой, подытожим происходящее на Ближнем Востоке, потому что именно это событие будет оставаться в центре внимания как минимум ближайший месяц. И открытых вопросов здесь очень много, начиная от того, что теперь будет с Ираном, есть ли угроза локальных эпизодов джихада или, не дай бог, мести похлеще 11 сентября, заканчивая блокировкой или минированием Ормузского пролива, через который проходит до 20% всей мировой нефти. И даже сейчас там заблокировано очень много нефтяных танкеров. Все это мы сегодня по полочкам разберем, я озвучу свои наиболее вероятные сценарии завершения этой истории, ну и само собой мы обсудим, как же это все будет влиять на биткоин, который даже пытается расти на фоне последних новостей. Друзья, перед просмотром обязательно поддержите ролик лайком и, что самое главное, подпишитесь на канал. Это позволит вам не пропускать новые видео и заранее быть готовым к подобным событиям, как, например, ударами по Ирану, о которых я четко предупредил ровно за день. Но здесь я также хочу подчеркнуть важный момент, что Трамп потенциально может ударить по Ирану с пятницы на субботу. Он так делает всегда, потому что в это время рынки закрываются и уходят на выходные. Так что подписывайтесь, на скоро 100 тысяч, а также пишите комментарий, за который можно получить $10, как этот пользователь из прошлого ролика. Всем желаю приятного просмотра, с вами Влад, мы начинаем. Итак, в первой половине я предлагаю разобрать именно Иран и все-таки постараться ответить, что же с ним будет дальше. Причины самого конфликта и начала операции разбирать не будем, потому что об этом я подробно писал у себя в телеграм-канале. Кстати, в субботу я оставался на связи именно там, а мои редакторы держали вас в курсе происходящего целый день. И без преувеличения я могу сказать, что только в моем телеграм-канале вы сможете получать реально важную информацию без лишнего спама, а также мое личное мнение по важным событиям и много аналитики по разным монетам. А сегодня я выложил большой календарь с ключевыми датами на март, так что переходите, сохраняйте его, чтобы заранее быть готовым к важным дням. Но если подытожить ситуацию по Ирану, мы имеем следующее. Иран бомбили со всех сторон, ликвидировали верховного лидера, значительно пошатнули иранский режим, и все это спровоцировало раскол мнений на два лагеря, где одни запускают салюты и радуются, что теперь Иран свободен, а вторые, наоборот, собирают антиамериканские митинги и даже в прямых эфирах влиятельной личности клянутся кроваво отомстить за смерть Хаминеи. Он поклялся отомстить за убийство аятоллы Али Хаминеи, верховного лидера Ирана. Тегеран считает месть своим долгом, заявил Масуд Пезешкиан. И что самое серьезное, Иран объявил джихад. По сути, это официальное объявление войны, и если смотреть с точки зрения исламской религии, то это борьба несмотря ни на что. Кстати, в прошлом году Иран уже объявлял джихад самому Трампу, и даже предлагал $30 миллионов за его голову. И по факту это только усиливает продолжение ударов по Израилю и всем союзникам США на Ближнем Востоке, а также повышает угрозы потенциальных терактов, причем по всему миру. Но как реально будут разворачиваться события? Смотрите, несмотря на все заявления Тегерана о контролируемом ответе, картина складывается так, будто Иран сознательно двигается по сценарию расширения конфликта на весь регион. Мы уже видим удары по американским базам в Персидском заливе. Это Катар, Бахрейн, объекты размещения флота США, плюс атаки по нефтяным объектам на востоке Саудовской Аравии и по крупным городским центрам вроде Дубая. Это похоже на попытку втянуть в масштабную войну весь регион. Но лично я люблю оценивать потенциал того или иного события именно в цифрах. Так вот, военный бюджет США составляет примерно 850-900 миллиардов долларов в год, а военный бюджет Ирана около 20-25 миллиардов. Разница
более чем в 30 раз. У США около 1,3 миллиона действующих военнослужащих и примерно 800 тысяч в резерве. У Ирана около 600-650 тысяч активных военных, плюс резерв, а также вооруженные группировки, которые в случае мобилизации могут довести общий ресурс до миллиона и более. По числу людей разрыв не космический, но по технике и технологиям он огромный. У США порядка 13 тысяч военных самолетов, 11 авианосцев, более 70 подводных лодок и сотни современных истребителей пятого поколения. У Ирана только несколько боевых самолетов, причем на устаревших платформах. Иран не делает ставку на доминирование в воздухе или океане, его ключевой инструмент это ракеты, а также беспилотники. По оценкам аналитиков, у Ирана около 2-3 тысяч баллистических ракет разной дальности, плюс крылатые ракеты, плюс к этому очень много ударных дронов. Это серьезный фактор давления, особенно на регион. Но это не симметричный ответ глобальной военной машине США. И вот здесь начинается самое интересное. Иран не пытается выиграть обычную войну, армия против армии. Его стратегия накалить ситуацию на Ближнем Востоке до предела. Не только в военном плане, но и в экономическом. И я говорю про Ормузский пролив, который мы разберем чуть позже. Военное превосходство США очевидно, но война это не только цифры и техника. Это еще и устойчивость политической системы. Для режима вопрос стоит о собственном выживании. Если система переживает конфликт без внутреннего раскола, это уже можно считать стратегическим успехом. Сейчас же в Иране полный раскол общества. Ведь пока одни скорбят смерть лидера, другие ждут, пока прилетит американский орел с великой демократией. Но сейчас власть поддерживают только радикалы и различные группировки по типу Хамаса, которых объединяет одно – уничтожение Израиля и антисемитское движение. Следовательно, даже с новым лидером Алиреза Арафи ситуация в пользу Ирана пока не улучшается. И цифры говорят сами за себя. Поэтому поражение Ирана – это лишь вопрос времени. А поскольку Трамп прекрасно помнит последствия Ирака, который многие американцы до сих пор считают большой ошибкой, Трамп постарается как можно быстрее поставить точку в этой операции, чтобы можно было думать о подготовке к выборам осенью. Ведь для него это вопрос выживания. Поэтому сможет ли Вашингтон взять под контроль весь Иран? Конечно же нет, потому что для этого потребуется наземная операция, которая без пролития крови невозможна. И Трамп 100% на такой не подпишется. Опять-таки вспоминая последствия Ирака. Поэтому единственный вариант это переговоры в ближайшее время, потому что каждый день войны на Ближнем Востоке это миллионы долларов для США и давление на рейтинги Трампа. Да, Иран потенциально может пойти на переговоры и как всегда дать лживые обещания и втихую продолжать свою ядерную программу. Проще говоря, точки в этой истории не будет, а все сведется в одну большую паузу. К тому же я не исключаю локальные эпизоды с терактами в разных точках мира, потому что последователей иранского режима очень много. Да, это не будет 11 сентября, но минимальная вероятность подобных ситуаций по-прежнему остается. Если все разбирать со стороны экономики, то она, конечно же, заключается в Ормузском проливе, через который проходит очень большая часть всей мировой нефти. Иран уже обстреливает нефтяные танкеры и пытается полностью заблокировать пролив. И этого, кстати, никогда не было в истории. Я снимаю видео еще до открытия рынков, но прекрасно понимаю, что нефть откроется со скачком вверх. А это большой удар по рынкам, давление на инфляцию, и в целом вы прекрасно понимаете, что дорогая нефть это плюс к ценам на бензин и многие товары по всему миру, что, конечно же, вызывает удар по фондовым рынкам и, само собой, по биткоину. Поэтому в ближайшие как минимум 2 недели бешеная волатильность на рынке обеспечена. В данном случае я как инвестор и трейдер, конечно, подстраиваю свои стратегии под эти последние события, а также это делают все участники нашей подписки Coin22 Pro. Еще перед субботой мы были уверены в нападении США на Иран, за счет чего у нас заранее были открыты шорты, а также лимитки для лонгов, как, например, по эфиру. На просадке мы вошли в лонг и на пробое уровня $2000 зафиксировали хорошую прибыль, потому что четко оценивали потенциал влияния новостей на рынок. И в таком формате мы работаем всегда. Помимо ежедневных прибыльных точек входа, каждый участник Pro получает пошаговое обучение, сопровождение, поддержку на всех этапах работы, а также помощь в сборке индивидуального спотового портфеля. За 3 года успешной работы мы успели заработать на сотнях различных событий, от экономики до геополитики. Поэтому, чтобы не просто знать о важных событиях марта, но и зарабатывать на них вместе с нами, переходите и напишите по ссылке в описании. А я как раз таки сейчас и разберу, чего нам стоит ждать в этом месяце. Март 2026 года для экономики и крипторынка это не просто очередной месяц. Это точка, где сразу сходятся несколько мощных факторов, которые нам не стоит игнорировать. И, конечно же, главный фактор, который будет влиять на биткоин в этом месяце, это ставка ФРС, а также экономические данные, которые повлияют на решение 18 марта. На данный момент ключевая ставка в США находится на уровне 3,75%. Это уже ниже пиковых значений прошлого года, но все еще высокий уровень, если сравнивать с периодом ультрамягкой политики. Инфляция по последним данным составляет 2,4%.
4%, а формальная цель ФРС это 2%, то есть мы уже близко. Безработица при этом держится на уровне 4,3%. Это выше минимальных уровней последних лет, но все равно низкий показатель. Ведь по факту уровень 4-4,5% по безработице – это близкий уровень к сбалансированному рынку труда. Но теперь главный вопрос – будет ли ФРС снижать ставку 18 марта? Если оценивать вероятность снижения ставки в марте, то она очень низкая, и все ожидают просто паузу. Но почему? Потому что ФРС хочет убедиться, что инфляция устойчиво закрепилась около уровня 2%, а не просто временно упала. Если посмотреть глубже, то базовая инфляция все еще немного выше комфортного уровня. Плюс к этому рынок труда остается относительно устойчивым. При безработице 4,3% ФРС не видит признаков серьезного охлаждения экономики. Хотя если оценивать данные по ВВП в 1,4%, то замедление экономики реально есть. Отдельный фактор – комментарий представителей ФРС. В последних выступлениях звучала достаточно осторожная риторика. Да, прогресс по инфляции есть, но нужно больше данных. И в принципе это старая песня Пауэлла, а также многих чиновников ФРС, которые поддерживают строгую политику. Но к этому добавляется еще один очень важный момент – смена руководства. Джером Пауэлл по факту досиживает свой срок, а уже в мае ожидается приход нового главы ФРС Кевина Уорша. Пока четких комментариев по денежно-кредитной политике он не давал, но если учитывать, что Трамп поддерживает снижение ставок и он настоятельно требует стимулирования экономики, то вероятность того, что с приходом Уорша ставки будут снижаться, конечно же растет. И получается у Пауэлла остается только март, далее апрель, в мае заседаний не будет, но именно в это время придет Уорш. Поэтому рынки уже готовятся к смене политики. Но в это же время создается неопределенность, потому что Пауэлл вряд ли захочет начинать цикл полноценного смягчения прямо перед своим уходом. Гораздо логичнее сохранить статус-кво, дождаться смены руководства и уже после этого формировать новый вектор политики. Но что это все значит для экономики и крипты? При ставке 3,75% и инфляции в 2,4% реальная ставка остается положительной. Это не стимулирующая, а скорее сдерживающая политика. Она не душит экономику, но и при этом не создает избытка ликвидности. Для фондов рынка это означает умеренную динамику без резкого ускорения, а для крипты, особенно для биткоина, все упирается в ликвидность. Я уже не раз говорил, что биткоин растет только в среде агрессивного притока ликвидности, ее максимального избытка. А пока вся эта история стоит на паузе. Если в ближайшие месяцы безработица поднимется выше уровня 4,5%-4,7%, а инфляция опустится ближе к 2,2% и ниже, тогда, конечно же, вероятность снижения ставки в марте резко возрастет и в апреле также увеличится. Но при этом также нужно понимать, что у ФРС очень сложный момент, потому что замедление экономики частично просвечивается через снижение ВВП, инфляция как бы снижается, но при этом есть потенциальная угроза скачка инфляции из-за роста нефти, который играет главную роль в ценообразовании, потому что нефть это бензин, а также производство. Поэтому я ожидаю, что скорее всего в марте ФРС сделает паузу и повлиять на решение смогут только отчеты по инфляции и безработице. И все это, конечно же, будет переплетаться с событиями на Ближнем Востоке, особенно вокруг Ормудского пролива. Сейчас пока нет его полной блокировки, но даже без блокады страховые премии на танкеры уже выросли более чем на 50%. Если раньше рейс судна стоимостью 10 миллионов долларов платил около 250 тысяч долларов за страховку, то сейчас это уже примерно 375 тысяч. И это просто за повышенный риск. Никто еще ничего официально не перекрывал, но рынок уже закладывает опасность. А теперь представим, что перебои затянутся. Сейчас есть разговор о том, что нефть может уйти в диапазон 120-130 долларов. Это рост на десятки процентов, а нефть это не просто топливо для машин. Это транспорт, производство, логистика, пластик, химия, еда в магазине, даже ваш телефон или компьютер, с которого вы смотрите это видео. Рост нефти почти автоматически начинает давить на инфляцию по всему миру. И здесь начинается самое интересное для финансовых рынков. Потому что рынки уже настроились на смягчение политики и возможное смягчение ставок с приходом нового главы ФРС. Но если инфляционные ожидания снова пойдут вверх, то даже приход нового главы ФРС не изменит ситуацию. Потому что резать ставки, когда растет угроза инфляционного роста, очень и очень опасно. Но когда ставки не снижаются, то мы, конечно же, знаем, что растут облигации, капитал из риска уходит или как минимум замедляется в него идти, и в это время страдают акции и наш любимый биткоин. И здесь главное понимать простую цепочку. Напряженность вокруг пролива – это рост нефти, который приводит к росту инфляционных ожиданий, к снижению доходностей, к сжатию ликвидности и, конечно же, давлению на крипту. Поэтому, если говорить еще об одном важном событии марта, то я, конечно же, выделю эту ситуацию с нефтью. Ведь такого напряжения вокруг черного золота не было уже давно. Ну а что же в это время происходит с биткоином? Несмотря на недавний отскок, есть высокая вероятность того, что его фаза коррекции еще не закончилась. Сейчас биткоин торгуется ниже уровня 70 тысяч, и уже несколько недель он не может закрепиться выше данного диапазона. Каждый подход к этой зоне заканчивается продажами, и цена остается по нисходящей линии сопротивления, которая сдерживает рынок почти месяц. Опять же, если смотреть более детально, то ончейн метрика дает нам некоторые сигналы. Например, индикатор пи-цикла, который основан на пересечении 111-дневной скользящей средней, а также годовой средней, сейчас не показывает ни перегрева, ни
явной капитуляции, и мы находимся в промежуточной фазе. Проще говоря, такие периоды цикла ранее сопровождались затяжными консолидациями, которые могли длиться от месяца до целого года. То есть это не обвал, а затяжная фаза консолидации. Также давайте посмотрим на индикатор SOPR, который сейчас находится ниже уровня 1. Это означает, что значительная часть инвесторов продает биткоин с убытком. Когда индикатор устойчиво держится ниже единицы, это говорит о слабости рынка и отсутствии уверенного спроса. И пока данный показатель находится ниже единицы, мы, конечно же, не можем рассчитывать на резкий разворот. Если разобрать ситуацию на графике, то первая ключевая поддержка для биткоина сейчас формируется в области 63 тысячи. Данный уровень мы уже тестировали в начале прошлой недели и, скорее всего, протестируем на этой. И, возможно, даже опустимся ниже, потому что давление событий, которые связаны с Ираном, по-прежнему оказывают влияние на рынок. Конечно, да, биткоин показывал первые признаки восстановления, когда мы получили новости о смерти верховного лидера Ирана. Это вызвало такие, знаете, локальные ожидания, что вся эта операция может закончиться уже в ближайшее время, и, соответственно, рынки пойдут на разворот. Но сейчас, имея всю информацию, мы должны понимать, что для завершения данного конфликта потребуется время. Да, это будет не месяц и не два, я думаю, меньше, но тем не менее в это время рынки будут под давлением. И спасение может прийти только в том случае, если мы получим первые новости о начале переговоров, и в лучшем случае их успешном проведении. В целом, начало марта у нас напряженное, первые 2 недели месяца 100% будут очень сложными, но при этом малейшие позитивные сигналы могут очень быстро изменить ситуацию. Поэтому, друзья, я уже готовлю для вас новое видео, где мы более детально будем обсуждать другие события, которые нас ждут в этом месяце, а в моем телеграм-канале все последние события выходят в режиме реального времени. Поэтому, чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь, обязательно поддерживайте видео лайком, сейчас очень важна ваша поддержка, пишите комментарии, задавайте вопросы и увидимся в новом видео. Вам, друзья, желаю удачи, до скорых встреч!